Да, это ее. Опа, Ева! Лулу! Это типа отсвечивает? А, не, интересно. А, нифига себе, точки открываются. Лулу, привет! Привет, собака. А, нифига себе. Я себе! А, вот, все. Нас опять заставляет прыгать. Мне нравится твой выбор. Я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром. Итак, доброго дня, дамы и господа. Сегодня мы снимаем обзор на электрический Mini Countryman. Смотри, какой едет. 2025 года. Он у тебя 2025 года? Да. Так, что можешь рассказать об автомобиле? Сколько здесь сил, сколько тут... Что она как едет, ощущается, с чем похожа? В чем плюсы и минусы? Давай так. Хорошо. Вот. Немного базовой информации. Мы купили ее где-то месяц назад. То есть прошел уже месяц, поэтому могу точно сказать свой отзыв. Подожди, я стесняюсь. Год автомобиля, сколько сил, что это такое? Это новый Mini Cooper Countryman 2025 года. Она только-только вышла, то есть где-то полгода назад, наверное. 204 лошадиных сил у нее. Это то же самое, что и X1, и X2. У нее точно такая же операционная система. Тот же самый двигатель, только панцирь другой. Если что, X1 и X3, X2 это электрическая версия BMW. И X1, да. Да, и X1, потому что, ну, это же электрическая. И платформа взята с BMW Group, получается, электрических от X1, да. А что еще можно сказать? Ну да, это у нас, получается, электрический автомобиль, 204 силы, как мы сказали. 204 силы. Это переднеприводный автомобиль, верно? Что еще можно сказать? Есть они на бензине. Бензиновая версия полноприводная. И есть еще у них John Cooper Works, то есть это как самая высокая модель Мини. Это вот электрическая, она только переднеприводная есть, в Турции, по крайней мере, точно. Автомобиль, в принципе, скучный, объясню почему, потому что это электричка. То есть она, ну, веселая, но в меру. Здесь 204 силы, здесь передний привод, один электромотор у тебя стоит, верно? Ну, один электромотор спереди у тебя стоит, вот, поэтому, да. Едет сопоставимо как 211 сил на бензине, даже, может быть, вот этот ГЛЦ, который мы снимали, он будет даже чуточку быстрее, ежели данный Миник. Вот, потому что ездим на эко-режиме, особо, ну, газ жмешь, да, на тебя впирает, но так, ну, как бы, звук есть, как будто летит, но по факту медленно скорость набирает. У меня были такие вот ощущения от вождения, ну и когда на пассажирском тоже. Что скажешь вот ты об своих От 0 до 100 8 секунд. Я не знаю, я в целом довольна машиной. У нее хороший торг, она прекрасно едет. На длинной дороге мы ее тоже уже потестили. Мы ездили в Анкару, то есть в целом это где-то 4,5 часа езды. Мы доехали за 5, полчаса зарядка. Мы выехали на 100%, полчаса зарядили по дороге. В этот момент мы как раз кушали, пили кофе. И за 5 часов прекрасно доехали. То есть мне кажется, что с машиной на бензине как бы доезжаешь точно так же. Но мы ехали максимум 120, потому что если ехать больше, то зарядка будет быстрее садиться. Это да, но там везде камеры, поэтому экономично. У меня, получается, следующий вопрос для вас тоже самый интересный. Это сколько здесь батарея, насколько ее хватает, запас хода какой. Ну, то есть, скорее всего, да, запас хода, потому что в киловаттах мы не знаем сколько. Сколько тут заявлено на полной зарядке? И насколько ее хватает полной 430-435 километров всего. 400 она едет спокойно. И в черте города, на самом деле, очень экономичная машина, потому что я заряжаю ее раз в неделю. Если я езжу чуть побольше, раз в 5 дней, то есть мне ее прекрасно хватает. Ну, как бы 400 километров я проезжаю за неделю. Очень даже ок. В 3-4 раза дешевле она мне обходится, чем предыдущая машина моя, которая была на бензине. Это был Черри. Это была Черри Амода, да. Черри Амода у нас в России это C5, получается. Здесь просто Черри Амода. Но, кстати, честно могу сказать, что Черри Амода мне менее нравится, чем этот Миник, потому что этот Миник, да, он электрический. Да, что-то, что это электрический чуть хуже, но для города это идеальный вариант. Я прокатился, были невероятные эмоции в плане того, что у тебя момент есть с нуля, и что она вообще бесшумная. Больше всего я офигел, что она бесшумная. Но работа электромотора с рекуперацией и с тормозом, я пока что что-то не понял. Но я чуть-чуть понял это спустя минут типа 20, когда я в конце уже на машине ехал. Вот, а так чуть-чуть сложно, непонятно. Да. И вот этот автомобиль намного лучше, чем Черри, так скажем. Ну, для меня.
откроем окно, ведь мы с тобой дома. Твоя нагота тебе так идет, да еще я тот. Давай откроем окно, ведь мы с тобой дома. Твоя нагота тебе так идет, да еще я тот. Что мне нравится в машине, и это в целом одна из самых главных преимуществ миника, то, что ее можно делать под себя. То есть здесь 3 разных варианта дизайна фар, задних и передних тоже. То есть у меня стоит классический флаг английский. А, ты можешь типа менять их? Да, я могу ее менять. Вот эти, да, фары мы можем менять, оказывается. Багажник у нее очень вместительный, и на самом деле это самый большой миник, который когда-либо они производили. Это же с Countryman. Вот тут, они же у тебя тут есть, да? Там, да. А там внизу тоже место. Там же есть... Там для запаски. А, кстати, момент в том, что миник, оказывается, не выдает шнуры для электроавтомобилей. Я была в шоке. Я приехала заряжать машину на зарядку, где нет своего шнура. Открываю багажник, думаю, а где шнур? Посмотрела внизу, посмотрела, где запаска, открыла капот. Шнура просто нет, потому что, когда я покупала машину, мне сказал продавец, консультант, что вот там есть место для шнура, а шнура-то нет. Мне пришлось звонить и спрашивать: ребята, где мой шнур? Они не дали шнур. То есть машина, которая стоит 2,5 миллиона лир. Давай я лучше по-другому объясню. Электрический автомобиль без шнура для подзарядки. Где ты его будешь заряжать, а дилеру пофиг. Ну хорошо, большинство станций, у них всегда есть шнур. Но ты же как-то должна его заряжать дома, например. Ну, то есть ты приезжаешь домой, Да. такаешь хотя бы в розетку. Либо там у тебя что-то произошло, у тебя должен быть шнур, как, допустим, в Теслах, Мерседесах, в Поршах гибридных. В Рено Зои дают. В Рено Зои, как говорится, в Рейндж Роверах, в Хевы, которые есть. Всегда выдается, да, есть, да, шнур. но это очень странно. Ну, это, мне кажется, это дилеры, может быть, тут просто не дают. Может быть, в других странах по-другому, но это странность. Ну, потому что реально, то есть, это электрический автомобиль, а? Мы представляем ситуацию. Ты решил поехать на тест-драйв, разрядил ее в 0. Хотел зарядиться от розетки, чтобы буквально доехать там куда-то. А вот все, фиг тебе, и ты никуда не поедешь. Багажник у нас электрический. Да, на кнопочку нажимаешь, выключаешь. Вообще, здесь еще есть сенсор, но он работает через раз. А ну-ка, покажи. Камера задняя отличная, но я могу сказать, что в Черри у меня камера была намного лучше. Здесь она показывает слишком близко и слишком далеко. То есть, если я пытаюсь припарковаться здесь, на камере мне показывает то, что я уже приблизилась к бордюру, а на самом деле нет. Кстати, еще вопрос. Есть ли тут... у тебя, получается, сзади только камера, да, есть? Спереди нет? 360 камеры нет. Для того, чтобы в Турции эта машина была только с 10% налогом, им пришлось 360 камер убрать. Но в европейских и там американских версиях есть. И вроде бы все. Собственно, только это отличается, но они сейчас урезали пакет полностью для того, чтобы оставить ту же самую цену для машины. То есть 2 миллиона лир, это считается низкая цена для машины в нашей прекрасной стране. Ну, короче, да, этот автомобиль прям очень хороший, потому что, ну, что можно взять? Черри. Да, это электрическая Черри, это будет бензин, но мне кажется, вот этот автомобиль намного лучше, чем Черри. В плане с подвеской это как оригинальный миник, он жесткий, юркий, маневренный. Управляется прикольно. Габариты. Габариты очень интересны, потому что здесь арки, они как идут... Ну как, в гелике, типа, они вот такие. Вот ты прям видишь, весь капот абсолютно, это необычно довольно-таки. И вначале ты не понимаешь, где у тебя жопа вообще находится. Габариты очень странные на самом деле. Потому что даже если сравнивать с Черри, у нее был короче перед и длиннее зад. А это, то есть, это будто бы ты едешь на квадрате, и, если честно, до сих пор не могу ее нормально парковать, потому что просто не чувствую габаритов. Из-за того, что тут нет 360 камеры, мне немножко сложновато, но я уже начала потихоньку привыкать в целом. Так, давайте теперь скажем, она как едет, как ощущается, то есть у тебя сравни с опытом вождения других автомобилей просто. Чем ты можешь сравнить? Я ездила на Countryman, который на бензине, то есть предыдущее поколение. Машина очень жесткая по сравнению с моей. То есть в целом электрические машины, обычно они достаточно мягкие, и это тоже мягкая машина, для миника тем более. Все, кто ездили на мини, я думаю, они сейчас поймут на самом деле, насколько это жесткая машина. Ты ездил, мне кажется, тебе тоже показалось, что машина достаточно мягкая? Для миника, на удивление, она мягкая. Я сразу скажу, потому что мы тогда ездили на мини-купере S, ездил на мини-купере обычном. Мини-купер S это вообще жесткая тарантайка, она ездит как по рельсам, это реальный гоу-картинг какой-то. Мини-купер обычный, жесткий, он намного жестче, чем этот, но он более маневренный, потому что это бензин сбитый, маленький, он прям маленький, получается двухдверный, он выходит.
Вот, а эта электрическая, она такая, более валкая, так скажем, да? Ну да, валкая, потому что это большой уже автомобиль. Плюс Да. тут есть батарея, электромотор, батареи сами весят много. Кстати, вес автомобиля знаешь сколько? 2 тонны. Почти. Реально 2? Да. Бедный Максик. Тонна 940. Тонна. Они Почти уложились 2. 2 тонны. Это не М5, которая G90 весит 2600 тонны. Да, так что все отлично. Я покажу место для зарядки. Мне нравится, что не нужно открывать это изнутри машины. То есть ты просто выходишь из машины, ты нажимаешь сюда. О, кстати. Здесь она поддерживает и медленную и быструю зарядку. Ну, короче, вы разбираетесь по-любому. Это fast charge, это обычный charge, Да. это no charge. Здесь у нас кнопочка, чтобы выключить зарядку. А, Вот. типа ты выключаешь здесь, можешь типа зарядку Э, завершить? Ну, то Или есть, подожди. смотри, она, допустим, сейчас... Представь, что тут есть шнур, Ага, кабель, да? Я прихожу, я нажимаю сюда, выключается зарядка, процесс зарядки, я вытаскиваю кабель и обратно его вставляю понял. в... Я думаю, как это, ты сразу только берешь, Нет. типа, и все. Либо же через приложение это тоже можно делать, либо через экран машины. Но вот эта А кнопочка это как очень в плане удобна. безопасности, то есть ты вначале как, жмешь на кнопку, потом выдергиваешь шнур? Бывает, Или вначале можешь тоже? что шнур застревает в машине, и его ты не можешь, то есть там у тебя приложение не работает, интернета нет, то есть еще что-нибудь, и обязательно всегда должна быть эта кнопочка. То есть мне нравится, что она здесь, а не внутри машины. То есть если, допустим, у тебя застрял шнур, тебе не нужно идти туда, нажимать на кнопку и обратно идти сюда, чтобы вытащить шнур. То есть у тебя сразу все под рукой. Ты это вот так закрываешь, и все. Я думал, ты покажешь, как вставлять зарядку. Здесь стоит припарковаться 500 лир, а из-за того, что у меня электрическая машина, я паркуюсь бесплатно. Ага. Так, как тут потом делать? Я вставила кабель. Это fast charge, да? Yes. Да, это fast charge. Желтый это типа ждет, да? Ага, мне нужно... А, кстати, а нужно заряжать? Не, он еще пока не заряжает. Да, заряжать. Заряжает? Если ты, получается, сканируешь с QR-кода в приложении, затем ты что-то Либо просто код вводишь. Но здесь, я знаю, здесь, собственно, неправильно написан код. Они должны были поменять, потому что я звонила уже до этого в поддержку. Вот. Вот, здесь код. О, как оно тут все выглядит. Все. Она сейчас начинает, и у меня тут будут показывать, сколько А времени был она бы заряжается. бензиновый автомобиль, 2 минуты и полный бак готов. Да, в 4 раза дороже. Ну да, это даже это Турция в России. Ну, в России то же самое дешевле. Наш процесс зарядки пошел, погнал. О, зарядка зашумела. О-хо. Вот, 10 киловатт пошли, все дела. БМВшники ездят, перейдят своими газами, да? То есть у меня здесь написано, и в самом приложении мини. Вот, допустим, сейчас у меня кажется, что она заряжается, она видится. И я сейчас сделаю, чтобы она заряжалась у меня до 100%. Потому что завтра я выезжаю в Анкару. Это расчет времени 23 минуты до 80%, до 100. Сейчас будет перерасчет. Все через... Она быстрее заряжается. Тут час 20 показывает, но Сейчас 20. она минут за 40. да. Теперь медленно, наверное, перемещаемся в салон. Мне очень нравятся ручки. Ручки, да. Классические новые ручки BMW. Она, кстати, открывается, закрывается картой. То есть карта-ключ тоже есть. Как в Тесле, да, типа? Как в Тесле. И самый большой люкс для Турции — это приложение. А ну-ка, покажи. То есть вот у меня сразу виджет. А, стой, подожди, фокус. Фокуса нет. Открываю приложение. То есть у меня показывает здесь сколько процентов. Я могу включить кондиционер, я могу включить... Как это называется? Сигнал. Сигнал. Ну да. Включить фары, включить машину. И завести я ее могу с телефона, то есть не брав с собой ключ вообще. Ну, Но как для в этого Тесле. нужен интернет. А, у тебя, получается, здесь сим-карта, да, стоит в минике? Наверное. А, поняли. И всегда показывает локацию машины. Сейчас, А где локация? Вот. Во, все, я понял. Можно посмотреть по карте. О, да, с карты намного. То есть это вот так вот. Можно следить, короче, за своей девушкой, если у нее ваш миник. Или парнем. На самом деле очень обширное и классное приложение, потому что я могу... У машины есть своя навигация. Если я либо отсюда, либо через экран машины включаю навигацию и выбираю зарядку, допустим, она считает, сколько километров у меня остается до зарядки, и начинает разогревать батарею, чтобы батарея у меня быстрее заряжалась. И И была энергоэффективна дача, чтобы она не жала. она ее заранее разогревает, да. Потому что у машины есть
С помпасы, я не знаю, как это по-русски, потому что во многих электричках ее нет, и в холодную погоду быстрее садится зарядка, медленнее заряжается машина, то есть... Грубо говоря, находится вот в трубках, скорее всего, антифриз. Этот антифриз охлаждается, либо наоборот разогревается в помпе, то есть через помпу там идет где-то, что-то как-то, оно, короче, греет. Такая же фишка есть, наверное, в Тесле 100% зимою с подогревом. Ну, именно с подогревом, да, насчет охлаждения, я не точно уверен в этом. Допустим, да, я потом Ford... ставлю, типа, есть ли оно, либо нет. Допустим, Ford привезли новые машины электрические в Турцию. Там этой функции нет. То есть это просто как электрическая Лада будет. То есть это вообще прям полный провал. Очень красивые диски, которые мне очень-очень-очень нравятся. То есть это прям у нас розовое золото. Розовое вот золото. Девушка это очень любит розовое золото, поэтому ей это нравится. Здесь все вот эти детали. Это называется Доре. Доре. Доре это что? Цвет. А, цвет. Вот. А, это цвет? Вот это внизу у нас. Цвет у моей машины на самом деле редкий. И я до сегодняшнего дня видела только одну машину в таком цвете в трафике. И очень много продалось машин этих. С белой крышей практически ни у кого нет. Это у нас, короче, особенная. Да. На номерах На Ева. солнце она очень красиво блестит. То есть цвет прям переливается немножко в такой сиренево-голубой цвет. Мне очень нравится. На солнце она прям... Прости меня, мама, за то, что вырос рано, за то, что боль причинял заранее рано. Прости меня, мама, я во многом виноват. Прости, что я не стал таким, как старший брат. Моя жизнь, мама, как черно-белое кино. Все вроде бы неплохо, но всегда есть одно но. Понять нелегко, почему все именно так и не иначе. Что это значит, пожелай мне удачи, мама. Меня зовет дорога, ты слезы прячешь, мама. Меня не будет долго, я знаю, знаешь, мама. Я знаю, веришь, мама. Ты верила и веришь в меня. Давайте в салон за водительское сиденье Давай. идемте, будем рассказывать, что там есть. Самое главное, эта фишка, тут непонятно, как включается свет во всем автомобиле. Не кнопки, это сенсор. Ну, сенсор, да. Ты вот так это делаешь, ты включаешь, выключаешь сзади. Что ты можешь рассказать насчет салона, потому что это у всех самая, мне кажется, интересная штука. В плане, насколько тебе удобна эргономика салона, насколько удобно сиденье, руль. Ну, во-первых, сюда они поставили вот эти ковры. Ковры? Ну, это ткань. А, ткань. А, здесь в нету азербайджанском кожи. доме. Здесь нету кожи, поэтому тут все в У коврах. нас не кожа, у нас не пластик, здесь все в коврах. На дверях тоже есть. Опять же, вот Да, эта тут ручка вот такой Доре вот материал. деталь. Вот эту ручку они поставили из старых, вообще самых первых моделей мини. Была такая же ручка. Ага. Прикольно, что вот этот синий уходит в коричневый, и это точно такой же коричневый, как на сиденьях. И От это синего идет в коричневый, вот так коричневый, вот как цвет сидений. Сиденья очень удобные, очень комфортные. То есть, ну, мне кажется, по ним в целом видно, что они удобные. Руль маленький, очень мягкий, эргономичный. То есть вот то, что вот тут такие есть держалки, тоже все очень прикольно. Здесь у нас круиз-контроль, музыка, звонки. Здесь у нас кондиционер. Прикольно, что, допустим, если мой пассажир может сам себе настроить вот с этой стороны. Двухзонный Включить получается. кондиционер, да, включить подогрев сидений. Это OLED-экран. Самое интересное в машине, мне кажется, в целом, потому что он... Не, кстати, экран офигительный, да. У него нет пикселей вообще, то есть он прям классный. Давайте я поближе И покажу. что самое главное для меня, он не тупит. Для меня это очень большая проблема. То есть когда техника не работает, когда она работает медленно, у меня начинается истерика. Здесь в CarPlay нет проблем, ни разу у меня не было проблем. Тьфу-тьфу-тьфу. До сегодняшнего дня с этим экраном. Можешь показать поближе? Мультимедиа, да, здесь она вообще офигенная, потому что здесь, получается, все есть. Иногда тут супер заморочено в плане настроек, потому что ты заходишь в настройки, это где у нас тут были? Очень классно, что, допустим, вот здесь у вас все функции, которые есть в машине. Вам нужно, допустим, entertainment, да? Вот у вас все отдельно. То, что связано с машиной, у вас тоже отдельно. То, что вы последний раз пользовались, у вас тоже отдельно. И здесь еще можно сделать фавориты, то есть то, чем вы пользуетесь больше всего, добавить фавориты, как и вот так у вас все вылазит здесь. Я не пользуюсь на самом деле. И есть поиск, так что в целом, мне кажется, вообще не заморочено. Здесь у нас показывает батарейку, как у нас расходуется кондиционер.
то есть включить, выключить, направить. Опять же, вот эта мини с флагом деталька тоже прикольно. Настройки, то есть насколько сильно Тут ты подогрев, подогрев руля и сиденья. То есть прям все прикольно. Массаж Массаж только у водителя, еще раз повторимся. только у водителя, но как бы мне это на самом деле не так критично. То есть вот массаж, включаешь, 20 минут он идет, то есть можно выключить заранее также. Сразу можно включить подогрев, сразу все в одной кнопочке, очень удобно, прикольно. Разные Режимы, и настройки, скорость. быстрота, скорость, да, сейчас эффективность. И, кстати, не сильно влияет на батарейку. То есть нет такого, что я включаю массаж и думаю, ой, блин, сейчас сядет заряд. Очень-очень нормально. И с Это боязнь подогревом точно так же. электромобилиста. И с... Давай еще так скажем, топ-5 фишек, которые ты пользуешься в экране, что прям от чего дико кайфуешь в плане удобности по сравнению с другими автомобилями. массаж, потому что массаж? это первая машина, у которой есть массаж, на которой я езжу. И в стамбульских пробках, когда ты едешь 1,5 часа, 200 километров, то это очень спасает. Своя навигация у машины. Она, кстати, именно на весь экран. Она на весь экран. И на проекции у тебя в том числе она проявляется. На head-up дисплее у меня тоже она появляется. Ну что, Его вы можете полностью закрыть. Они не смогли провести отражение на стекло, потому Мгм. что оно немножко... вот Ну такое да, под здесь углом. угол сильный, Да, да. у них не получилось, поэтому остался head-up дисплей. На самом деле, даже в самых дорогих моделях, даже в Джон Купере везде вот так. То есть это именно из-за формы стекла. Так, а еще 3 Эм, фишки. А я даже не знаю, на самом деле. Здесь, я получается, ты соединяешься с телефонами, получается, с CarPlay. Вы можете Да. там выводить, ну, как, музыку. И навигация там будет именно в квадратике таком. Да, потому есть, что CarPlay не поддерживает круглый экран, но если в CarPlay придет какое-то обновление, то он будет круглым, то есть это никак не зависит от машины. Это все... Своя навигация тоже, кстати, очень классная, я осталась на самом деле довольна, я не ожидала, что она будет настолько хорошей. Она показывает все зарядки. И А работающие на пока или Да, не да, работающие? Я даже помню, у нас был случай с Мерседесом на EQS. Мы решили подзарядиться с Максоном. Вот. Но мы когда объехали 4 зарядки, все 4 зарядки были закрыты, либо их не существовало. Поэтому Мерседес, конечно, это шутит. нужно знать, где находятся зарядки, нужно знать... Нет, фирмы, это какие официально была, типа, зарядки. Я понимаю, но навигация. нужно знать, Да. какая-то фирма зарядки, потому что часто есть закрыты. Здесь я ни разу проблем у меня не было. И, допустим, когда мы ездили в Анкару, тоже одна из фишек, которая мне очень понравилась. То есть я сразу здесь пишу Анкара, и оно мне показывает зарядку по дороге, Мгм. сколько километров у меня останется, когда я туда приеду. Она начинает разогревать мне батарею, когда я приеду на место для зарядки, и полностью делает мне маршрут. И считает время, включая кстати, зарядку. зарядка до full, сколько у тебя получается? От 10 до 80% полчаса. Мгм. А если до 100 надо добить, то... До 100 любая электрическая машина заряжается немного дольше. Ну, это ясно дело. То Ну, есть там за 50 это минут, да, плюс наверное? еще 15 минут. 40 минут максимум. Потом мне не нравятся голосовые команды. То есть это прям полный отстой на самом Но деле. мы ими не пользуемся, потому что зачем? А ты Siri насколько часто используешь в телефоне? Никогда. Вот. И Ну, на здесь самом тоже деле в Черри голосовой. работает очень хорошо, но я им никогда не пользовалась. То есть Черри, открой окна. Я не буду им заниматься, я просто нажму на кнопку. Ну, то есть, Ну да. Ну и за счет этого, то есть, ну и не работает, в принципе. за границей нет. она работает лучше, потому что я видела в ТикТоке, там он говорит мне I love you, и она что-то говорит I love you too и так далее. О, Здесь у нас там нет. гейские штуки пошли. Проектор, Проектор и прожектор, прожектор, инжектор. проектор. Ну, лет освещения просто, так сказать. Это освещение у нас здесь идет от фонариков, вот так. Я думал, то, что оно прям изнутри идет, но я вот так вот, типа, руками делал, я даже не заметил, что это оттуда выйдет свет. Полностью LED-подсветка в дверях, сзади в дверях. О, кстати, бардачок открою. Да, конечно. Бардачок маленький. Ой, тут сумка. И все, маленькая сумка, и все готово. Ну, на самом деле, там бананы сушеные, скотч, Она продает людей, молитвы. бананы, шучу, не бананы. косметичка, то есть, и как бы все. Да. Что еще не открывается нравится? подлокотник. Кстати, да, я сегодня хотел открыть, он не открылся. Я такой Это думаю, что за полный фигня? провал, потому что в машине, где настолько маленький бардачок, ну почему? Ну, я бы туда положила бы что-нибудь. Но, слава богу, что он здесь есть, ты можешь руку сюда поставить. Нет, он должен быть, потому что я никогда не куплю машину, у которой нет подлокотника, потому что я езжу вот так. Она как мужик, короче, ездит. Да. Да.
О, кстати, Из-за того, это что всё- не открывается подлокотник, они сделали вот сюда такую косметичку. Она вынимается? Многие или думают, что это она- вынимается. Нет, А, не вынимается. Не вынимается. Но у меня это косметичка, то есть у меня здесь мои блески для губ. Могу сделать для них, на них обзор тоже. если как хочешь, типа но это бардачок, отдельное да. видео. Крабик, как бы мини-логотип. Мгм. Здесь у нас, опять же, вот это розовое золото везде, детальки. Здесь беспроводная зарядка. Здесь тоже место для хранения. И место для хранения здесь. Зарядки вот Type тут C. есть. У нас да, две Type-C. сзади, тоже две Type-C. А ну-ка сзади тоже покажем Type-C. Хочу показать еще вот эту часть. У машины нет передач, то есть Нету это все вот передач. здесь. Это теперь как гейская штука, это вот так вот Да, делается. это вот так вот. Для того, чтобы сохранить... Это чтобы завести машину, так вот Да, типа тут прикольно, как выключить. ключик включить-выключить. Здесь у нас режимы. То ли 8 режимов, что-то такое. В общем, Go-Kart обычный, основной. Эко. Здесь можно свою фотку поставить на фон, то есть любую фотографию я могу сюда выбрать, через приложение поставить. Вот это мой любимый вивет. Потом есть еще вот так... Есть таймлесс. Ну, вот это мне не очень нравится, если честно. Ну что это такое? А, кстати, дисплей невероятно яркий, иногда даже ночью мешает то, что он слишком яркий. Его можно поменять. А, яркость. можно? Да. Можно Можно яркость менять поставить. яркость этого дисплея А, и этого всё. дисплея. Не, ну дисплей реально он топовый, Этот он супер очень качественный, яркий. он лучше, чем в Мерседесе, короче. Он В однозначно прямом лучше, чем смысле. Mercedes. И он Здесь нет много таких- пикселей и... О, он сам закрывает? А это, видимо, из-за режима. Я, кстати, первый раз этот режим включила. Синий, О, прикольно. здесь подсох, смотрите, И меняется даже меняется форма. подсветка, да, Не, то не, именно форма тоже. Форма тоже. У машины нет 360 камеры, но очень хорошо работают сенсоры. У нее есть автопарковка. Она сама паркуется. Мы пробовали. Паркуется не супер, но хорошо. Задняя камера. Итог в плане того, то, что это по большей части, наверное, женский автомобиль. Потому что он, вот тут бардачки, типа все дела, туда-сюда. Но для пацан тоже прикольный автомобиль. Я бы себе, если я бы жил в Турции, А взял я не бы его. согласна. Потому что он реально очень классный. А далее, что еще могу добавить? У меня возражение. Я вижу очень много мужчин, которые ездят на этой машине. Не в этом цвете, конечно, но черная. Мне кажется, она тоже какая-то зеленая и так далее. Она выглядит достаточно мужской. И много в Турции мужчин ездит на этих машинах. То есть предыдущие модели, да, это 100% женская машина. Купер, Countryman, но эта машина и больше, и в другом цвете, не в таком девчачьем, она выглядит очень даже мужской, мое мнение. Ну да. Вот. А так, очень классный, замечательный автомобиль. Интересно едет, интересно управляется. Вот. Это очень интересный автомобиль, как опыт. Для города идеальный, потому что он электрический, не надо ничего делать, у тебя сразу же есть момент с нуля. Да, едет 8 секунд, на Subaru его можно сделать. На любом автомобиле, практически любом 2-литровом можно его сделать. Так очень классно. А мы не показали сзади. Не, сзади сидеть, кстати, Макс удобно. сейчас спит, но если бы он не спал, он бы сказал, как удобно сзади, потому что каждый раз, когда он садится в мою машину, он говорит, как удобно. Да, здесь, получается, есть подлокотники. Ну как? Тут Типа один даже он. сзади очень комфортная машина. А что смотрим, ребята? О, у Макса одна фара горит. И я на самом деле долгое время выбирала, что я хочу. Я была на тест-драйве минимум 10-15 машин разных, и марки, и модели, электрические, на бензине. Но мне кажется, я сделала самый лучший выбор. Цена и перформанс этой машины 10 из 10. Я очень довольна машиной, на Да. самом деле. Кто-то ищет любовь на сайтах, скрывая тайные желания в мегабайтах, надеясь найти ее на шумном пати или на паркинге, либо в баре. Люди сходят с ума. Важное включение. Тут есть имитация мотора. Куда уходит она, когда остывает сердце и так близко. От любви до ненависти. Почему песни о любви заставляют грустить? И почему так трудно отпустить? Это как будто небо мстит. Необъясним этот основной инстинкт. И больше не верить в любовь, no more. И ждать того момента, когда уйдет боль. Бежать от всего, чтобы снова найти любовь, любовь, любовь без памяти. Вот, в принципе, мы едем. Это Go-Kart, получается, Сейчас мы звук. в Go-Kart режиме, да. Конечно, из-за того, что это спорт-режим, машина разрешается быстрее. При этом перформанс у нее очень классный. Чуть на более прямую дорогу выйдем, я покажу. Сделаем ASMR. То есть она делает вот такие прикольные звуки. Да. Для меня лично это очень прикольная история, потому что для меня Tesla является слишком
беззвучной машиной, а мне немножко вот это нравится, когда есть звук. Без звука будто бы потом голова начинает болеть. То есть, да, вот сюда можем нажать, поменять сейчас режим. Допустим, вот так, это мой любимый. Сейчас у меня включена навигация, и у меня показывает... Вот тут, ой, да, сейчас видно. Показывает поворот, где мне поворачивать, то сейчас на меня разворачивает, показывает мою скорость, показывает ограничения. То есть это также есть здесь, но это можно убрать в настройках. Ехать на съемки, когда у тебя 60 километров запас хода. Ева, ты красава. Ну, не, у меня честно, я когда вижу вот это 60... Ты очень предвзято относишься. Нет, я на айфонах также, ну, у меня именно как сравнение аналогично, что с зарядкой на айфоне. Если я вижу 20% зарядки, я ищу зарядку, потому что я знаю, что он может жить, даже долго жить, но психологически страшно. Бензиновый автомобиль хорош тем, что ты залил полный бак, допустим, как у Макса. Это запасом хода 900 километров, который он реально может 900 проехать в спокойном стиле езды. Миник это 400 километров реальной езды он может дать. Макс, нет, 430-440 километров у нее заявлено, но едет она 400 спокойно. Вот. А у Макса заявлено 1000, но едет типа 900. Ну вот. И это не так критично, потому что на самом деле с Максом мы ездили на EQS тоже, и когда он ее заряжал, и полная зарядка у нее была, тоже там 700, то ли 800 километров она едет, и когда он заплатил за это 700 лир, или что там, 1000 лир, что-то такое, он был в шоке, потому что он на 1000 лир ездил бы неделю. На Мерсе он бы ездил за 3000 лир. То есть, насколько это экономит деньги, насколько это экономит карман, ну, как бы, мне кажется, объяснять не нужно, потому что, хорошо, я понимаю, в Казахстане, да, в России, в СНГ, где, в Америке, где бензин намного дешевле, но в Турции он дорогой. Так, все, мы чуть-чуть поболтали, теперь давай итог, скажи, пожалуйста, кратко. Я все равно буду нарезать там. Я очень довольна машиной, очень удобно, очень экономично. Это для Турции считается очень люксовая машина, хорошая машина на самом деле. И за эту цену я считаю, что это вообще лучшая покупка, которую можно только взять. Я ее взяла за 2 миллиона, я выехала из салона, она стала 2,5 миллиона. То есть я могла ее просто сразу продать. 25% сверху, 25% у меня в кармане. И когда я ее буду продавать, я продам ее за ту же цену, за сколько я ее купила. Угу. Отличный автомобиль для города самое то. Если я бы жил бы в Турции, наверное, в том числе бы взял бы миник. Очень прикольный. Маневренный, в принципе, едет, хватает для города. Зарядки тоже более чем. Салон вместительный, с пацанами ездили прикольно. Так что всем удачи, надеюсь, вы что-то выяснили, нашли для себя ответы. Мало ли кто-то хочет купить. Реально советую. Ты как советуешь для покупки? Я очень советую, и я на самом деле думаю, что она придет в СНГ тоже, потому что в СНГ у нас как бы то ни было есть и Куперы, и Кантримены. Пока что их нет, но они будут. Все, советуешь? Советую. Машина классная. Я очень довольна. То есть есть моменты, где ей нужно немножко обновлений. Да. Посмотрим. Так что надо выходить, заканчивать. Но следующая будет Монтар. Bentley Continental GT. Через 2 года обзор на нее. Через 2 года обзор на нее. Да, автомобиль топ, мне понравился. Водить его прикольно, маневренный, все дела. Стоит нормально, даже дешево. У конкурентов, в принципе, нет. Если есть, то Мини по-любому выиграет. Так что, да, всем удачи и всем пока-пока. Если что-то не поняли, пишите в комментариях, ответим. Либо пишите на Евин Инстаграм. Можете поспрашивать что-то, подписывайтесь на нее, на нас тоже, на меня точнее. Да. Вот, заканчиваем обзор. Я не ревную тебя, просто мои законы. Остановила себя, выдохнуть и пойти снова. А не кричи на меня, я обниму тебя. Впрочем, сколько всего еще ты сломаешь. Как лавина с крылами цель, половина наших недель. Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это. Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал. Можешь показать? Что хочешь показать? Самая важная вещь. Это стулья. Нет, в мужчине. Каждой девушке. Мы
поехала в сервис. Это лак. Это не лак, это краска. Для машины? Да, которую я перелила. А, это цвет прям? Это цвет, смотри. А, И когда у меня какие-то проблемы, то я беру. реально выпал. Это прям идеально, да? Это прям идеально, ее подобрали специально. Ее нужно перемешать, видишь, тут блестки. Ага. А тут машина с блестками? Или это такие Да, под она с металлик блестками. просто цвет? Гениально? Реально. Гениально. Смотри, какой удобный чехольчик просто. Если согнетешь там, вообще кайф. Так, что тут есть в наборе? Жилетка, что-то, типа аптечки. Самое важное, нужная вещь. А что это? Трос, чтобы машину прицеплять. Я не предвзятый, это честно спасает. Куча, но меня не будет.